So we see there in Yogapit, see Bhaktivinoda Thakur has kept the Golok Tattva and the service of Mahaprabhu and Vishnu Priya, which is Vadi Bhakti, in the middle, and on both sides he has Ragamad, Radha Madhav, and the Panchatattva, Gauragadadha. Бхактивинода Тхакур установил Лакшми Прию, Вишну Прию, Махапрабху в центре, как такой прокост Вайди Бхакти, а по бокам Рада Мадхав и Панчататтва, это прокост Рагануга Бхакти. So yesterday we heard the Katha, how Radharani went to Govardhan and saw Chandravali there. Вчера мы слышали катху о том, как Радарани пошла на Говардан и там увидела Чандравали. But we heard how Radharani embraced Chandravali, but actually Rupa Goswami did not say. Rupa Goswami said it was Radhika's reflection. И слышали о том, как And Lalita stopped her from embracing. обняла Чандравали, но на самом деле это не произошло, потому что Рупа Госвами объясняет Лалит Мадхав, что это было отражением, собственным отражением Радики. Она ошибочно приняла свое отражение за Чандравали, и Лалита даже не подпустила Радику, она ее так обняла, чтобы Радика не столкнулась со скалой. And then we heard the Katha that when Radharani was decorating what she thought was a murti of Krishna in Nava Vrindavan, then Radha and Krishna embraced, but Rupa Goswami said they did not. Radharani went home with Krishna also. Потом мы слышали еще катху о том, как когда Радика и Кришна встретились в Нава-Вриндаване, они тоже обняли друг друга. Но это не так, потому что Рупа Госвами описывает, что они разошлись. Радика пошла домой, Кришна ушел. So, if someone will, in these pastimes, when there was no embrace, be convinced, and then they embraced, then when they meditate on Gaur Vishnu Priya, then they will also imagine that they are Поэтому embracing. мне кажется, что если человек So всегда... someone has the tendency to speculate everyone is embracing everyone else in every pastime. Then when they meditate on Gaur Vishnu Priya, they will also do it У there. человека есть уже такая тенденция, склонность видеть обнятия там, где их нет на самом деле. Каждый лила видит, что там кто-то обнимается, когда на самом деле никто не обнимается, то когда человек будет думать о Вишну, Прии и Горе, то он тоже подумает, что они обнимаются, хотя там объятий нет. So, very interesting thing. One devotee, my godbrother Krishna Chandra, Мой брат Боги, Кришна Чандра Прабhu, he went to my Gurudev. пошел к нашему Гурудеву. So the devotee we were discussing, he gave this example. He said, your Gurudev also believes in Gauranga Nagari Bhava. I said, yes. Потому что преданный, о котором сейчас идет речь, он тоже сказал мне, что наш Гурудева верит в Гуранга Нагari Бхаву. Конечно, я... Because in Jaiva Dharma it is completely forbidden, and I heard my Gurudev cut this in so many different ways. Часто слышал, как Гурудева всегда отвергал Гауранга Нагари Бхаву, и в Джайва Дхарме это четко объясняется, что кто-то не признает Гауранга Нагари He said that, oh, your Gurudev also believes in Gauranga Nagari Bhava. It's a high thing. Преданный говорит, что вот твой Гурудев тоже верит в Гауранга Нагари Бхаву, что это наивысшая We have the медитация. recording. There's a recording. Your godbrother Krishna Chandra went to him and Потому said, что у нас есть аудиозапись того, как Кришна Чандра, твой брат Боги, пошел к твоему Гурудеву и спросил твоего Гурудева. Gurudev, what about Gauranga Nagari Bhava? Он сказал, Гурудева, расскажи, что ты думаешь о Гауранга Нагари Бхаве? And Srila Narayan Maharaj replied, don't try to jump to the top of the mountain. И Шрила Нараян Махарадж сказал, не пытайся запрыгнуть на пик горы. And so this proves that after the Rupanuga Bhajan, then the top of the mountain is Gauranga Nagari И Bhava. это доказательство того, что он признал, что еще за Рупануга Баджаном существует такой более высший баджан, это Гауранга Нагари. I had some association with my Gurudev. Мне удалось пообщаться со своим Гурудевом, What he meant is this, поэтому то, что Гурудева that имел в if виду, a это person следующее. in the lower stages of bhakti would try to imitate the sadhana, bhajan, meditation of devotees in the higher stage, they will go into a state of confusion, in which case they will mix up Gaura Lila with Radha Krishna and conceive of Gaura as the Vishay of bhakti, when Gaura is actually in the mood of the Ashray of bhakti. И тут глубокое значение этого ответа Гурудева в том, что Гурудев говорит, когда люди на начальном этапе, неофиты, практикующие бхакти, начинают пытаться имитировать баджан возвышенных преданных, то у них в голове возникнет полная путаница и заблуждение, и они окажутся вот под влиянием таких идей, что начнут путать Кришну с Махапрабху, что думают, что он не Ашрай, а Вишай, Рати. И в
произойдет вот эта идея Гауранга Нагари. All the great acharyas have written that Krishna has relished all of the Vishaya Jatiya Rasa in Krishna Lila. There is no more Vishaya Jatiya Rasa left over. So Gaura Lila is the Lila wherein he relishes the Ashraya Jatiya Rasa, the mood of the devotee. Ачарьи четко уже объяснили, что вся Вишай Джати Раса, которую можно было вкусить, Кришна уже вкусил в Кришна Лиле, уже ничего не осталось ему вкушать в контексте Вишай Джати Расы. Поэтому в Гора Лиле он вкушает Ашрай Джати Расу. But if a person, they try to meditate on the high Leelas when their mind is still contaminated by material sanskar, they'll go into a state of confusion and lose this Siddhanta, and then this Gauranga Nagari Bhav comes. So when Gurudev said, don't try to jump to the top of the mountain, he was not saying Gauranga Nagari Bhav is the top of the mountain. He was saying that you are trying to go into the very high level of bhajan, and that's why you become confused and coming up with this speculation. Поэтому Гурудев предостерегает, когда человек на начальных этапах баджана пытается имитировать возвышенный баджан, он просто сбьется с толку, в голове будет путаница, и он попадет под влияние вот таких спекулятивных идей, как Гауранга Нагари Бхава. И поэтому, когда он отвечал на вопрос, он просто сказал, не пытайся запрыгнуть на пик горы, что не пытайся имитировать возвышенный баджан, и тогда ты не будешь даже думать о таких спекуляциях, как Гауранга Нагари. And therefore, it was extremely essential that Srila Bhaktivinoda Thakur establish the worship of Mahaprabhu in Vaidhi Bhakti in the middle of the Yoga Pits. Because if persons will not very strictly follow Vaidhi Bhakti in the beginning of their devotional practice, they will not actually enter into Ragamarga. Поэтому было так важно, почему Бхактивинода Тхакур установил вот это йога-пит в центре Вайди Бхакти, чтобы предостеречь людей, дать им наставление, следуйте строго